Привет! Меня зовут Лена. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусные и очень красивые ягодные десерты в стаканчик. Это нежное творожно-ванильное суфле, воздушный клубничный мусс и освежающий мятно-творожный слой. Десерты содержат много белка и вкуснейшие свежие ягоды. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. Друзья, спасибо большое за ваши лайки и за ваши добрые слова в комментариях. Они всегда вдохновляют меня на новые рецепты. Заранее замочите желатин. На все 3 слоя нам понадобится 6 грамм желатина и 36 грамм воды. Очень удобно замочить в одной чаше, потом прогреть до растворения и отмерять нужное количество жидкого желатина на каждый слой, прогревая по мере необходимости. Для творожного крема нам понадобится 380 грамм творога. Выбирайте тот, который для вас является вкусным. Можно использовать мягкий творог, но сегодня я решила показать вам более белковый вариант мягкого творожного крема. Действительно, в обычном твороге почти в 2 раза больше белка, чем в мягком. Если же вы предпочтете использовать мягкий творог, то увеличьте количество желатина в творожном слое в 2 раза. Все пропорции я оставила в описании. Итак, творог нам необходимо тщательно измельчить с помощью блендера. Сначала у вас получится вот такая масса. Она еще не жидкая и не полностью однородная. На этом не останавливаемся, а измельчаем дальше. Немного терпения, и творог превращается вот в такой мягкий творожный крем. Добавляем 5 грамм сока лимона, 40 грамм сухого молока, 16 грамм подсластителя, 1 чайную ложку ванили и 1/5 чайной ложки соли. Смешиваем до однородности. Вот такой гладкий, нежный и очень вкусный крем получается. Для десертов я использую вот такие стаканчики. Очень эффектно также смотрятся такие десерты в больших бокалах. Чтобы красиво разместить клубнику в стаканчиках, выбираем подходящую по размеру ягодку и разрезаем пополам. Промазываем жидким желатином и приклеиваем к стаканчику изнутри. Отправляем в холодильник для застывания желатина. Если прикладывать ягодку к заранее охлажденному стакану, то желатин застынет сразу. Теперь займемся первым слоем. Чтобы слой лег по диагонали, стаканы должны быть наклонены. У меня нашлись вот такие кольца для десертов. Можно использовать для этого любой подходящей ширины контейнер. Главное, чтобы наклон был зафиксирован. Для нижнего слоя понадобится 230 грамм творожного крема. Крем должен быть комнатной температуры. Добавляем 14 грамм жидкого желатина и тщательно вымешиваем. Чтобы аккуратно разместить крем в стаканчиках, я использую кондитерский мешок. С его помощью можно аккуратно обойти ягодку и не оставить пузырей воздуха вокруг. Выкладываем крем и аккуратно потрясем его лопаткой, чтобы выровнять слой. Крем не жидкий, но прекрасно выравнивается таким способом. Отправляем в холодильник на 30 минут или в морозилку на 10 минут. Теперь приступим к приготовлению клубничного слоя. 2 ягодки откладываем для украшения. И примерно 100 грамм в блендер. Сюда же добавляем 5 грамм подсластителя и 25 грамм воды. Измельчаем в пюре. Добавляем в него 14 грамм жидкого желатина. И еще немного взбиваем до однородности. Если повзбивать чуть дольше, в пюре образуются пузырьки, и оно становится более воздушным, как мусс. Достаем наши стаканчики и немного поворачиваем их, чтобы изгиб клубничного слоя был более эффектным. Заливаем клубничный слой. Обратите внимание, что в десерте использована свежая ягода. Хранить его не стоит, лучше сразу после застывания подавать к столу. Немного распределяем, если нужно, и отправляем в холодильник на 15 минут или в морозилку на 5 минут. Для мятного слоя нам понадобится пучок с листьями мяты. Несколько верхушек откладываем для украшения.
и выбираем самые мягкие листики в оставшийся творожный крем. Примерно 10 грамм листьев вполне достаточно. Тщательно измельчаем с помощью блендера. Возможно, погружной блендер справится с этой задачей лучше. У меня мельчайшие кусочки листьев остались, но думаю, это по-своему красиво. Как видите, цвет очень светло-зеленый. Если вы используете красители, то можете добавить немного яркости. Добавляем сюда 14 грамм жидкого желатина и тщательно перемешиваем. Верхний слой готов. Розовый мусс полностью застыл. Теперь можно поставить стаканчики ровно. И заполняем их мятно-творожным кремом. Слегка выравниваем, если нужно. Крем на твороге довольно густой. Я сразу могу положить сюда ягодки. Они приклеятся и не утонут. И украшаем листиками мяты. Отправляем в холодильник еще на 30 минут. Вот такие эффектные и вкусные десерты получились. Освежающее сочетание клубники и мяты. Давайте посмотрим на консистенцию. Нежное творожное суфле, воздушный клубничный мусс, аппетитно и очень вкусно. И приятный бонус. Этот десерт принесет вам только пользу за счет высокого содержания белка. Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока!